Друзья, здравствуйте! В этом видео мы рассмотрим, что такое союз, рассмотрим классификацию союзов по происхождению, по структуре, по способу употребления в предложении. Также рассмотрим сочинительные и подчинительные союзы и правописание союзов. Союз – это служебная часть речи, которая используется для связи членов предложения, частей сложного предложения, предложений в тексте. Союзы не изменяются и членами предложений не являются. Союзы классифицируются по происхождению, по структуре, по способу употребления в предложении. По происхождению делятся на непроизводные, не образовались от других частей речи, например, «а», «но», «и», «или». Например, «дома новы, но предрассудки стары». Производные образовались от других частей речи, например, «что», «как», «когда», «зато». Например, «город наш мал, зато спокоен». По структуре делятся на простые и составные. Простые состоят из одного слова, как, будто, хотя, или и так далее. Составные состоят из двух и более слов. Например, потому что, в то время как и так далее. По способу употребления в предложении делятся на одиночные, повторяющиеся и двойные. Одиночные – но, а, зато, однако и другие. Повторяющиеся состоят из двух повторяющихся частей. Например, и, либо, не то и другие. Двойные состоят из двух неповторяющихся частей. Если то, когда-то, как-то и другие. По синтаксической функции или по значению делятся на сочинительные и подчинительные. Сочинительные делятся на соединительные, разделительные, противительные, сопоставительные, пояснительные, присоединительные. Соединительные – это отношения перечисления, например, ни, да, значение и. А разделительные – отношения противопоставления, различия, например, или, либо, ли, то, ли, не то и другие. Противительные – отношения взаимоисключения. Например, но, да, значение но, однако, зато, же, только. Сопоставительные – отношения сопоставления. Не только, сколько, не только, но, и не то чтобы, если не то, хотя и но. Пояснительные выражают отношение разъяснения, то есть, а именно, или в значении то есть. Присоединительные отношения присоединения. Например, да и, причем, притом, а также, тоже. Подчинительные делятся на изъяснительные, временные, причинные, условные, целевые, сравнительные, уступительные и следственные. Изъяснительные. Например, что, чтобы, как, ли, будто и прочее. Временные. Когда, пока, едва, в то время как, лишь только, перед тем как, после того как и прочее. Причинные. Так как, потому что, от того что, поскольку, ибо, ввиду того что, в связи с тем что и прочее. Условные. Если, коли, раз, ежели, кабы. Целевые. Чтобы, с тем, чтобы, для того чтобы, лишь бы и прочее. Сравнительные. Как, будто, словно, точно, как будто, подобно тому, как. Уступительные. Хотя, пусть, пускай, даром что, несмотря на то что. Следственные. Так что, в силу чего, вследствие чего. Рассмотрим правописание союзов. Раздельно пишутся составные союзы, например, не то есть, при этом, однако же и так далее. Слитно пишутся сложные союзы, например, чтобы, зато, тоже, также, оттого, потому, поэтому, причем, притом и так.
Союз «чтобы» пишется слитно, а местоимение «что» с частицей «бы» пишется раздельно. Для проверки есть два способа. Формообразующую частицу «бы» также можно исключить, а можно переставить. Например, «чтобы мне почитать о бактериях». Что мне почитать о бактериях? То есть мы здесь убрали частицу «бы» и оставили только «что». Чтобы вы посоветовали мне. Чтобы посоветовали бы мне сделать. Союз «чтобы» синонимичен союзу «для того, чтобы». Я ушел, чтобы не мешать. Или то же самое, или я ушел для того, чтобы не мешать. Союз «зато», «притом», «причем», «поэтому», «затем», «зачем», «от того», «потому», «почему» пишется слитно, в отличие от местоимений с предлогами, которые пишутся раздельно. «Зато» и «зато». Например, «зато» – это предлог с местоимением. К местоимению можно поставить вопрос. Например, спрятаться за то дерево. За какое? За то дерево. Зато ему и влетело. Влетело за что? За то. То есть кто-то совершил какое-то действие, ему за это влетело. К союзу нельзя поставить вопрос, но к нему можно подобрать синонимичный союз. Например, он глупый, зато веселый. Или глупый, но веселый. Правописание тоже и тоже. Так же и так же. В сочетаниях «же» – это модальная частица, а «же» обычно можно исключить без потери смысла. Например, я надела то же платье, что и вчера. Я надела то платье, что и вчера. Он говорил нам то же, что и вы. Он говорил нам то, что и вы. Метод синонимов. Союзу синонимичен союз «тоже» равен «также». Она едет отдыхать на море, и он также, в смысле тоже, хочет поехать туда. Правописание союзов. Поэтому и поэтому, потому и по тому. Сочетание с раздельным написанием. Это местоимение с предлогом. Местоимение можно поставить вопрос. Мы пошли по какому? По этому берегу. А они по какому? По тому. Можно воспользоваться синонимами «поэтому» равно «потому». Было темно, поэтому в значении «потому» мы заблудились. И так, и так. Союз «и так» пишется слитно, а союз и наречие «так» пишется раздельно. Например, «Итак, лето закончилось. Я пропустил свой автобус и так расстроился, что долго не мог прийти в себя». Для закрепления знаний рекомендую выполнить очень небольшое задание. Необходимо написать слитно или раздельно. Такие предложения, как «и так все ясно», «причем здесь он», «по тому пути идти быстрее» и так далее. Обязательно напишите в комментариях свои результаты, вопросы и пожелания. Всем спасибо за внимание и до новых встреч!